Трансплантология – это одно из величайших достижений современной медицины, позволяет сохранить множество жизней. Существует трансплантация от посмертных доноров, существует трансплантация от живых доноров. В России функционирует около 50 центров трансплантации. Из 50 более 40 занимаются трансплантацией почки. Нам нужно делать около 300 операций ежегодно детям, вновь появляющимся детям. Делается около 100 операций. Конечная цель трансплантации – это не сама операция, а долгая и хорошая жизнь пациента, которому пересадили почку в нашем случае. Мы много ресурсов используем в своей практике, и материальных, и нематериальных. Это прежде всего донорские органы. Чем большими ресурсами ты управляешь, тем больше конкуренции со стороны темных злобных сил, так их назовем. И есть проблема, которая заключается в том, что сегодняшний вектор, которым хотят двигаться темные злобные силы, это консервация системы. Консервация системы не создает условий для развития. Поэтому вот здесь мы не готовы с этим согласиться. Мы не можем настолько эффективно помогать нашим пациентам, насколько мы умеем. Это главная проблема. Мы понимаем, что оказались в непростой ситуации, наши пациенты оказались в непростой ситуации, но мы убеждены, что она будет преодолена. Скажем так, подавление этих темных злобных сил, оно не за горами. Смерть. Наш основной противник, которому мы иногда проигрываем, но, как правило, побеждаем. Возвращаясь к тем же вопросам биоэтики и авраамическим религиям, они призывают бороться за жизнь, рассматривая жизнь как Божий дар, который нужно сохранять. Узнала, что я жду 5-го ребенка. Поехали сразу с мужем на УЗИ. Мне сказали, все нормально, сердце бьется. Ребенок родился, спит. Первый месяц он всего у меня на 100 грамм вырос. Второй месяц опять мало вырос. У него поднялась температура, прям 38. Я вызвала врача, она пришла. Я говорю, вот какая-то странная температура. Говорю, больше ничего нету. Температура только, ни горло не красное, ни соплей, ни насморка, ничего нет. Что-то у меня не то, говорю, ребенок плохой, у тебя плохое молоко. Вот это подавайте. Я говорю, дайте направление на анализы. Вижу, что ребенок писает, и что моча белая, прям как молоко. Во время беременности проходила школу родителей. Мне казалось, что если я сейчас обучусь всему, то я приду на роды и покажу им уверенный мастер-класс, как это делать. На деле все случилось абсолютно не так, к чему меня готовили, к чему меня учили. В какой-то момент мне было так больно, что я просто надеялась, что меня не убьют. Я просто просила, убейте меня, отрежьте мне уже голову, отдайте ребенка моему мужу, он с ним точно справится. Мне дальше уже не хочется. Все, давайте на этом моменте мы разойдемся. И к носочкам тянется. Ром, не отвлекайся еще. Климчик, еще шире, пожалуйста. Когда он родился, и врачи все сказали, что все хорошо, они его положили рядышком на стол под лампу. И я такая, фух, все. И до 6 месяцев мы очень классно и набирали вес, и росли, и педиатры в шутку его называли богатырем, потому что он такой прям крепенький был, здоровенький бутуз. А ты тут смотри, что Клим бегает медленно. А ну покажи, как ты умеешь. Вот. Что еще? Хорошо. Но в 7 месяцев он заболел ОРВИ. Нам позвонили из поликлиники и говорят, хватайте ребенка и просто на скорой едьте в больницу. У вас в моче белка больше 3. Тогда для меня вообще эта фраза ничего не значила. Мы ехали с ним в скорой, я его держала на себе, он спал, он вообще тогда был очень вяленький, ему было плохо, он был с высокой температурой. Я пыталась в интернете что-то найти, что это значит, потому что это не звучало как что-то дико страшное, это звучало
белок больше 3. А, тоже под мостиком плохо проходит. А, я застрял, помогите. Немножко мне помогите, я застрял. Бзз. А, я застрял. Я забеременела в 2019 году. Все было хорошо. Выписали нас как абсолютно здоровых детей. Через день после того, как мы оказались дома, у него начались небольшие отеки. Когда пришла патронажная медсестра, она сказала, что это отеки, связанные с аллергией, потому что я его кормила грудным молоком. Через 2 недели у него отеки перешли уже на нижние, на верхние конечности. Естественно, мы обратились в больницу, мы были госпитализированы в Днепропетровскую область в детскую реанимацию. УЗИ идет, и он говорит: а ты знаешь, что у твоего ребенка нету почек? Я говорю: как нету почек? Одна почка не определяется, а вторая почка дисплазийная, как бы недоразвитая, меньшего размера. Жена попадает в больницу, она находится все время с ребенком, но ты не понимаешь, что происходит. Ты идешь к врачу, он тебе тоже ничего не объясняет. У тебя один только диагноз. Наш диагноз – нефротический синдром. Что это? Как это? Зачем? Почему оно вдруг падает на тебя невозможным камнем? Это приговор. И приговор этот будет длиться до скончания всего, пока вы не найдете выход из этой ситуации. К нам пришел лечащий врач. Она сказала, что у вашего сына нефротический синдром. Я говорю: а мы можем в виде дневного стационара приходить, там, получать какое-то лечение? Мамочка, вы вообще сумасшедшая, вам бы в реанимацию не попасть. Прошло 5 дней, и мы оказались в реанимации. Лечащий врач взяла стул, поставила напротив нас и сказала: у меня до вас таких было 3 ребенка. Первый ребенок умер, 2-го ребенка вырезали почки, он на диализе, 3-му ребенку пересадили почку. Как будет у вас, я не знаю. И ушла. Невозможно быть готовым к такому. Было погружение в ад. Я посреди ночи писала мужу, что вот я Диму покормила, я его укрыла, памперс поменяла, с ним все в порядке, как бы я в окно, я больше не хочу, я больше не справлюсь, я не могу больше, все, я хочу умереть. Я не готова ждать, когда мой ребенок умрет. Лучше я это сделаю раньше, чем я это увижу. В субботу вот мы попадаем в больницу, а в понедельник он уже у меня в реанимации. Мы решили его покрестить. Батюшка договорилась. Он с мамой с моей идет, готовит к тому, что мой сын не жилец. В 6 утра открывается реанимация. И как туда пойти? Как нажать на этот звонок, чтобы тебе открыли эту железную дверь? Как одеть этот халат и туда пройти? Я никогда не забуду этот сигнал системы в реанимации, да, которая делает. Не знаешь, куда бежать. К врачу идешь, поедьте в Ростов, никуда нас не кладут. Москва от нас сразу отказались. Краснодар тоже нас не принял. Становится все хуже, хуже. Открывается рвота периодически, слабость. Первая степень хронической почечной недостаточности стояла. Она сразу стала 4-я, 5-я. Это когда уже еще немножко и диализ. В Днепропетровске это был областной нефролог. Она мне сказала: даже если ты поедешь в Киев, никакого другого диагноза, либо какого-то другого лечения там тебе не назначат. Поехали с ребенком в Донецк. Спасение есть, пересадка почки, но нужно как-то искать выход в Москву, в Россию, потому что таким маленьким деткам не делают операцию. Главная проблема в том, что ты ничего не знаешь.
Никто ничего не объясняет. Наталкиваешься на непонимание врачей, что ты хочешь от них. Мамаша, папаша, будьте, пожалуйста, вот там, где-то в стороне, мы все решаем. Долгий период нахождения ребенка в больнице, уже 3-й месяц пошел, начала отказывать почечная система, ребенку твоему все хуже и хуже. Мне сказали, мы ничем не можем помочь вашему ребенку. Этот ответ, конечно, был для меня шок. Я пришла к заведующей, чтобы спросить, как состояние Димы. Она говорит, тебе надо второго родить. Зачем ты нужна мужу с такими проблемами? Вот у тебя первый такой, ты можешь его заменить на СД. Надо вот так сделать. Мы едем в РДКБ. Это Российская детская клиническая больница. Нас кладут, и с утра приходят исполняющие обязанности заведующего. Как он на меня орал. Куда вы приперлись, мамаша? Клиника закрывается на 14 дней. Каникулы, нету врачей. Приходят анализы наши. Ребенку нужен диализ. Диализ – это один из видов искусственных органов. Это технология, которая позволяет заменить неработающие почки и проводить очищение крови, когда почки не работают, с помощью разного рода техник. Есть гемодиализ, когда кровь ребенка в большом количестве и в большом объеме пропускается через фильтры, где подвергается очищению и потом возвращается ребенку. Есть перитонеальный диализ, когда раствор для очищения крови заливается в брюшную полость. Капиллярная сеть брюшины, которая покрывает органы брюшной полости со всех сторон, она очень большая, у нее площадь фантастическая. Вот эта брюшина, покрытая капиллярной сетью, играет роль тех самых капилляров, через которые пропускает кровь при гемодиализе. Две этих технологии, перитонеальный диализ и гемодиализ, позволяют детям какое-то время сохранять жизнь. Детям же нужно не просто жить, как взрослым, им нужно сделать массу всяких сложных вещей, которые взрослые уже сделали в детстве. Это вырасти, это получить образование, социализироваться и превратиться из очаровательного малыша в полноценного взрослого человека. С нормальным ростом, с нормальным образованием и с нормальными социальными навыками. Процедура диализа не позволяет ребенку осуществить всю эту необходимую для него деятельность. Отклонение в биохимическом составе крови недостаточно хорошо коррегируются с помощью диализа. Они коррегируются настолько хорошо, чтобы ребенок не умер, но они настолько отличаются от нормальных параметров, что ребенок не может нормально расти. Почти не растет и практически не развивается. Ребенка высушили до костей. Это, если вы видели, да, когда-то такие страшные фильмы, Бухенвальд, там, я так увидел ребенка после диализа. И нас тогда положили на неделю в реанимацию. Он не издавал ни одного звука, кроме как писка такого вот так вот делал. Реаниматологи уже вводили морфические препараты. Мы поехали в Москву к одному из знаменитых нефрологов в надежде, что есть какая-то таблетка, которая спасет нас, какое-то спасение. Она сразу сказала, что, ребят, здесь нечего спасать, вам нужен трансплантолог. В России нет детского посмертного донорства. Физиология почки такова и анатомия, что ее нельзя разделить. Нужно маленькому ребенку пересаживать взрослую почку целиком.
Но физиология взрослой почки такова, что ей нужно очень много крови. Она забирает не менее 20% всего объема циркулирующей крови. Тело маленького ребенка, оно значительно меньше, чем тело взрослого человека. А почке все равно нужно вот эти 20%. И конкуренция за кровоток между организмом ребенка и самой почкой при стандартных технологиях зачастую приводит к тому, что либо почка погибает, либо погибает ребенок. Поэтому мы шли к развитию технологий, которые позволили нам с успехом пересаживать взрослые почки даже самым маленьким детям. Ведь они же взяли полный список, всех пофамильно. Это Михаил Михайлович Каабак и Надежда Николаевна Бабенко объяснял, как все происходит, какими препаратами будет все это делаться, что он конкретно проделывает и какие дальше гарантии он дает. Это, скорее всего, мутация произошла во время его формирования внутри тебя. Из-за какого-то неблагоприятного воздействия внешней среды. А если мы пересаживаем органы ребенку совсем маленькому, то он, как правило, болен с рождения. И из-за этого ему обычно не делают даже те прививки, которые всем детям делают в роддоме. Одно от туберкулеза, другое от гепатита Б. И потом на протяжении первых лет жизни он получает множество всяких прививок, которые позволяют ему адаптироваться к жизни в нашем сложном инфицированном мире. И когда мы делаем трансплантацию, мы даем ему лекарства, которые снижают иммунитет на долгие-долгие годы. И мы его обрекаем на более тяжелое столкновение с инфекциями, чем у обычных детей. Когда мы ее внедрили в состав нашей технологии, результаты скакнули вверх прямо значительно. Сейчас у нас 3-летнее выживание трансплантатов у детишек – это 97%. Он тащит, да? О, давай вот это, смотри. Только вот так. Вот, поставили машинкой. А теперь... Больше всего, наверное, я ценю стажировку в Париже в 1999 году. Мне посчастливилось оказаться в центре европейской цивилизации в части трансплантации органов. Это был мощный стимул для того, чтобы развивать эту технологию и стремиться к каким-то успехам, а не работать в рамках стандартных клинических рекомендаций. Да, маленьких рюндиков там выращивают. А вот Андрюша был еще в реанимации. Мне тогда позвонили из Шумакова и сказали, что хотя бы 10-12 килограмм вы должны набрать. А вдруг Михаил Михайлович тоже скажет, что вам нужно 10-12 килограмм набрать. И он написал сообщение, что нам не важно, сколько он будет весить. А я оперирую вот именно с этими препаратами, лемтазумаб, которые позволяют оперировать маленьких детей вот с таким вот весом, как у нас. И я понимала, что если бы не способ Михаила Михайловича, мы бы не смогли дожить до этих 10-12 килограмм. Хорошо, давай петь. Основательно и обоснованно я шла на то, что мы идем на эти препараты. 4, и раз, и 2, 3, и 4, и 2, и 3, и 4. Давай. В работе врача всегда рано или поздно встает выбор, кому отдать свою лояльность, пациентам или администрации. У пациента достаточно простая задача. Как правило, ему нужно просто выжить. Подавляющая часть администрации заинтересована в хороших отчетах и в хорошей статистике, что далеко не одно и то же, что выживание пациентов. Поэтому любой врач на пути своей практической деятельности стоит перед выбором, куда отдать свои симпатии – администрации или пациентам. Трезвучие по 2, да? По 2 ударчика. Так. Самым большим несчастьем, с моей точки зрения, для любого человека является смерть. Его собственная смерть, смерть близких, смерть детей. Это самое большое несчастье, потому что это непоправимо. Все остальное можно исправить. Утром приехал реаниматолог, анестезиолог, они поговорили с мамой, поговорили со мной, мы подписали все документы. И мама, она снимает кольцо, так обручальное, снимает цепочку с шеи, телефон отдает, так кладет мне в руку,
вот так обхватывает кулак и говорит: Марина, я хочу, чтобы ты знала, что как бы дальше ни пошло дело, я ни о чем не жалею. У него вообще не росла нога, была 17 размер. У меня были башмачки 15 размер, вот, и буквально вот эти 2 недели эти башмачки ему стали маленькие. Когда ты 3 года носишь ребенка на руках все время, и тут твой ребенок идет, счастливый, веселый. Я дала свою почку ребенку. Когда мы выписались, у нас Дима пошел. Он у нас вообще же не ходил, ему 2 года уже было. Это совсем другая жизнь после пересадки. У Димы, например, отличное детство. Детство, которое заслуживает каждый ребенок. Он ходит в садик, и его очень любят воспитатели. Даже на площадке у него есть 7-летняя девочка вообще. Ее зовут Настя, но он ее называет мастер. И у него есть свой мастер 7-летний. Понял? Вот тут садись. Буковка Н у кого? Кто вот? Чей это? Это твой дневник? Убери. Он же вообще бездвижим был практически. А когда он у тебя катается просто на велосипеде по всему отделению, двигается и живет, это непреодолимая вещь, это счастье. Донором стала у нас бабушка. Надо загадать желание, Дим. Да? Ты можешь загадать желание. Я могу, а ты можешь? Ты готов задувать? А сейчас самые обсуждаемые федеральные новости. Новый скандал в российской медицине. Из Национального центра здоровья детей в Москве уволили ведущих трансплантологов Михаила Кабаака и Надежду Бабенко. Они проводили уникальные для нашей страны пересадки почек совсем маленьким детям. Родители требуют вернуть врачей, ведь сейчас под угрозой срыва десятки операций и на кону жизни детей. Виталий Поляков разбирался в этой теме, сейчас он в студии. Почему вдруг решили уволить?
с врачами просто расторгли договоры, и на их место сейчас возьмут специалистов, которые работают традиционно, можно сказать, устаревшей методикой. Но уволенный профессор Михаил Кабак и его коллега Надежда Бабенко действительно это светило отечественной медицины. Они единственные в стране проводили пересадки почек детям весом менее 10 килограммов. Использовали протоколы лечения и препараты, которые признаны мировым медицинским сообществом, рекомендованы для трансплантации, но не в России. В этом году врачи успешно провели более 20 трансплантаций. К сожалению, неоднократно доложенные результаты в Минздраве не были приняты во внимание. Почему это произошло, мы не комментируем. Мы считаем это недоразумением. И очень просим в этом разобраться главным внештатным специалистом Минздрава трансплантации Сергея Владимировича Катье. Мы надеемся, что благодаря Сергею Владимировичу Катье эта проблема будет устранена. Мы были оформлены там на четверть ставки еще с 2015 года, если память не изменяет, и помогали им развивать собственную программу трансплантации не по нашим технологиям, а по стандартам клинических рекомендаций. В этом учреждении выполнялось 4 пересадки почки в год. Это совсем немного, нам это было совсем несложно, мы продолжали работать на своем старом месте работы. И иногда приезжали для операции в этот НЦЗД. В конце 2018 года администрация центра сказала, что давайте мы усилимся. Переносите полностью свою программу из научного центра хирургии имени Петровского к нам. Мы с удовольствием приняли это предложение и начали там делать уже 40 трансплантаций почки в год. Нам сказали, забирайте свои трудовые книжки из центра хирургии имени Петровского, приходите к нам, давайте уже оформляться как следует. Нечего вам быть внешними совместителями, давайте работать как положено. Мы с радостью согласились, принесли свои трудовые книжки. Нам сказали, что мы передумали. Вы нам больше не нужны, мы не планируем с вами дальше взаимодействовать и сотрудничать. Они предоставили документы. Оказалось, что документы фальшивые. Нам переставали подписывать комиссии, документы. Нас не пускали в центр, потому что там то у нас пропуска нету, то еще чего-то нету. Нам устроили просто в НЦЗД колонию строгого режима. Нами, как боевым снарядом, старались посильнее ударить врачей. Вы должны действовать в интересах детей, а не в интересах своих подковерных игр. Вы с друг другом что-то не поделили, выйдите в поле и махайтесь, пока вам не надоест. Возьмите дрыны, бейте друг друга сколько вам угодно, только потом придите на работу и помогите детям. В НЦЗД он не нужен. Это кто так решил? Мне позвонил Сергей Владимирович Готье на мой личный телефон и сказал: «Здравствуй, Марина, это я, тот самый Волан-де-Морт, про которого ты столько пишешь». Мы с ним тогда очень здорово поговорили в том плане, что мне показалось, что он действительно, хочет помочь. И он тогда помог. У нас на руках было очень много доказательств того, что со стороны НЦЗД не выполнялись ни федеральные законы, ни приказы Минздрава. То есть такая аномальная зона, в которой не работают законы Российской Федерации. Он попросил нас никому об этой встрече не рассказывать, чтобы у него было побольше времени неожиданно через Минздрав зайти и чтобы Минздрав сильно наказал НЦЗД. Я, кстати, так и сделала, как меня попросили, потому что я идиотка. На работу сюда приняты Михаил Михайлович и Надежда Николаевна, его сотрудник. Не просто приняты и восстановлены, с повышением, чему я очень рада и вас поздравляю еще раз. В институте будет развиваться программа трансплантации органов. Создан отдел трансплантации органов детям. И этим отделом будет руководить Михаил Михайлович. Трансплантолог Михаил Кабак восстановлен на работе в Центре здоровья детей. Программу по пересадке органов продолжат. Из-за вынужденного перерыва врача не дождалась годовалая пациентка. Она умерла за день до его возвращения.
Министр здравоохранения нас восстановила на этой работе. Но к любви это восстановление не привело. Научный центр здоровья детей отказался от бесплатной поставки одного из компонентов этой программы, алемтузумаба. Этот препарат стали покупать благотворительные фонды. Научный центр здоровья детей запретил использовать препараты, полученные от благотворительных фондов, если нет договора у фонда с научным центром здоровья детей. Для меня не составляет проблемы нарушать нелепые распоряжения администрации. Я давал лекарства детям, которые приобрели благотворительные фонды. Научный центр здоровья детей спустя 2 дня уволила нас, меня точнее, уволила за нарушение трудовой дисциплины. Российское законодательство предусматривает специальные правила для применения лекарств, которые не входят в стандартное лечение и в клинические рекомендации. Для этого проводятся врачебные комиссии, принимаются коллегиальные врачебные решения. Законодательство предусматривает нормы, которые нужно соблюдать для применения этой технологии. Чего вы добились? Тогда же всем было понятно, что вот это восстановление ни к чему хорошему не приведет. Мы как минимум спасли жизнь 20 детям, которые за это время успели прооперироваться до следующего увольнения. Не как против хирурга, а как против чиновника Минздрава я открыла петицию в отставку Сергея Владимировича Готье. Он, кроме того, что является чиновником Минздрава, он является директором центра имени Шумакова. Это самый большой специализированный центр трансплантации в России. Они делают пересадку и детям, и взрослым, и далеко не только почки. Я хочу, чтобы чиновник Минздрава в ситуации, когда гибнут дети, проявил свою четкую позицию и встал на сторону детей, а не на сторону внутренних конфликтов. Что было необычного, так это большая информационная война. У блогеров покупали рекламу. Вот просто вчера блогер показывал жопу в стрингах, а сегодня он сидит и на полных таких серьезных щах рассуждает, как в сфере трансплантации происходят какие-то странные вещи, и Каабак ужасный человек. Я Валерий Фадеев, советник президента и руководитель Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Поводом для обсуждения стало письмо родителей детей-инвалидов с хронической болезнью почек. Их дети могут не получить соответствующую помощь медицинскую. Связано это было с тем, что лечащим врачом детей являлся Михаил Николаевич Кабак. В Филатовской больнице мы узнали, что детей с весом меньше 10 кг оперирует только один врач в России. Нам выдали направление в НЦЗД, и врачи связались с Михаилом Михайловичем. Также было установлено, что мочеточник Маши не проходим. Учитывая эти факты, Михаил Михайлович рекомендовал трупную трансплантацию в приоритетном порядке. На что получили шокирующий ответ, что трансплантация нашей дочери преждевременна и не одобрена администрацией НЦЗД. Кроме Михаила Михайловича не было ни одного врача, видевшего Машу или имеющего хотя бы косвенное отношение к подготовке ребенка к трансплантации или к самой операции. В июне наш лечащий врач сообщил о принятии на работу в отделение трансплантолога. Просто честно признался, что не знает, как и когда будет проводить операцию Маши. Если мы будем очень подробно говорить о именно медицинской составляющей каждого процесса, хотелось бы услышать больше вопросов.
Разрешите задать вопрос? Уважаемые коллеги, давайте мы сейчас по порядку ведения будем идти. Все вопросы вы можете написать в чате и выступить в дискуссии. Я тоже мама ребенка после пересадки, у меня тоже есть... Да, я прекрасно понимаю, очень много мам, из 80 всего 6 человек выступило. Вопрос. Вы, пожалуйста, напишите эти вопросы в дискуссии. Наши оппоненты поняли слабость своей позиции, поэтому привлекли адвоката, вероятно, медицинского. Вот, кстати говоря, кому может влететь за предоставление фальсифицированных документов, это адвокат. Я бы на месте судьи согласился с закрытием этого процесса, потому что любое сложное дело, оно требует тишины. Для того, чтобы разобраться, проще это сделать в тишине. Уважаемый Андрей Петрович, ответьте на вопрос, который волнует всех родителей и общественность в принципе. Почему детей не может оперировать Михаил Михайлович? По какой причине он уволен? Никто ничего не отвечает. Да, может быть, кто-то ответит все-таки. Господа из этого центра, который уволил Михаила Михайловича, даже фамилию его не называют. Слушайте, ну это как будто Навальный какой-то. Почему вы не отвечаете на конкретные вопросы? Его вопросы, вопросы этих родителей. И вот они перед нами, эти дети. Что с ними-то будет? Извините меня. Я закончу. И мы не рассматриваем персональное дело профессора Кабака. Еще мы сейчас начнем разбираться в уголовном деле, которое там открыто. Один из крупнейших фондов подал в суд на то, что они закупали препараты для 5 деток. Эти препараты деткам не вводились. Неопределенная группа лиц похитила большую сумму денег, там порядка, по-моему, 12 миллионов рублей. А мало ли, человек может быть талантливым врачом, реально спасать моего сына, но при этом взять и обмануть 5 детей. Может такое быть? Да, может. Администрация не оставила нам выбора. Мы готовы развивать систему, но не путем капитуляции, а путем взаимодействия. Достаточно хорошие, высокие шансы на успех. Мы подготовили исковое заявление, в котором требовали отменить незаконно вынесенные приказы, восстановить Михаила Михайловича на работе. 100% шансы выиграть в справедливом, беспристрастном суде. Мы не смогли прооперироваться у доктора Кабака. Самое главное, что нам не понравилось в самом начале, это отсутствие альтернативы в выборе иммуносупрессии, потому что однозначно нам было сказано собирать деньги и только на этих препаратах. И я не хотела пересаживаться на этих препаратах, так как они меня не удовлетворяли. Очень сильно боятся гормональной терапии. Гормоны — это не настолько страшно, если сравнивать это, я считаю, с алимтузумабом и остальными препаратами. У нас осталось 28 детей, которым нужно было сделать трансплантацию до конца 2021 года. Но при этом есть и задолженность детям, которые остались с предыдущих лет. Они ждут восстановления нашей программы. Сейчас у нас 3-летнее выживание трансплантатов у детишек – это 97%. Хорошие цифры, они вполне на уровне лучших западных практик. Прогресс, которого мы достигаем, достигается и, по крайней мере, обозначается только с помощью благотворительных фондов. И рассказывать нам о том, что государство все обеспечило, и вы только не умеете пользоваться тем, что обеспечило государство, не надо в этой, по крайней мере, аудитории. Принципиально важный вопрос. Если что-то позволяет элиминировать стероидную длительную терапию после трансплантации, то эта методика, по крайней мере, заслуживает внимания. Выживать можно по-разному. И мы в своей области это знаем очень хорошо. Можно выжить с болезнью трансплантат против хозяина, быть инвалидом, искореженным. А можно выжить и жить полноценной жизнью и забыть, что ты перенес трансплантацию. Это те методики, которые мы сейчас используем, которые еще недавно были оффлейн.
Уважаемый Алексей Алексеевич, извините, пожалуйста, у нас здесь нет рассмотрений, нет работодателя, которому вы можете эти вопросы задать. Есть работодатель, он сидит у меня прямо выведен на экране. Пожалуйста, слушаю вас. Да, спасибо за столь эмоциональное выступление. Мы с самого начала обеспечили Михаилу Михайловичу все возможности работать, но не увидели успехов, тех, что были обещаны этим новаторством. Есть небольшая разница между новаторством и авантюризмом. Есть опыт. От алимтузумаба давно оказались и в Европе, и в Америке. Он используется очень узким кругом клиник и очень у малого количества больных. Что касается публикаций, да, для нас трансплантология относительно новая область. Мы все занимались проблемами нефрологии. Публикации есть, можете посмотреть. Я уверен, что мы накопим опыт и по трансплантологии, и публикации вы еще увидите. Спасибо. Адвокатом фонда и адвокатом НЦЗД по двум разным делам является один и тот же человек. И в одном суде он доказывает, что наши врачи ужасные люди, потому что они не вводили детям препараты, а в другом суде он доказывает, что они ужасные люди, потому что они вводили детям препараты. Такое ощущение, что просто вот как бы дана команда валить. На основании анализов, на основании медицинской документации. И мы получили абсолютно утвердительное заключение, что всем 5 детям препараты были введены. Они там заключили договор между НЦЗД. Никак Михаил Михайлович сюда связан абсолютно не был. То есть препарат не я покупала, вот этот алимтузумаб, он там 2 с чем-то миллионом стоит. Это все через больницу делалось. Закупали вот фонд и больница. Медбрат, он приносил эти флаконы, показывал название, показывал дату, и вводились они при мне. На протяжении 2 лет я не вижу ничего плохого. Какие-то побочные эффекты в плане того, что там остановка какого-то развития, либо мозговые какие-то, либо нервные. Я нарушений абсолютно никаких не увидела. Может быть, действительно что-то не так в этом деле. Может быть, я чего-то не вижу и чего-то не понимаю. Может быть, это действительно какой-то монстр, раз против него восстала вся система. В суде они говорят о том, что Михаил Михайлович проводит эксперименты над детьми, что это вообще запрещенный препарат. В 2006 году мы начали использовать один из компонентов этой технологии, алимтузумаб, пойдя по стопам наших западных коллег. Применяем его несколько особым способом, отличным от Запада. Это наша российская разработка. Мы получили разрешение Росздравнадзора на применение технологии давным-давно, еще 14 лет назад. 9 лет назад мы случайно обнаружили высокую эффективность второго компонента нашей технологии. Препарат называется эколизумаб. Если вы считаете, что Михаил Михайлович все это время делал очень плохо по отношению к детям, а вы, как профессиональное сообщество, как Минздрав, это не остановили, вы даже хуже преступники, чем он. Мне сказали, что так как мы из Донецка приехали, пересадка будет бесплатна. Не препарат, а сама пересадка. И фонд у меня спросил, вы не против, если эти 3 миллиона, которые остались, мы распределим по другим детям? Я сказала, мне все равно, то есть куда вы будете распределять, моему ребенку они не нужны. Пересадка все-таки оказалась платная. НЦЗД, руководство сказали, что если фонд не оплатит, то будут издерживать из зарплат докторов. Я не знаю, сколько они оплатили. 2 миллиона, 3 миллиона, 4, 5, вообще не знаю.
Огромное спасибо уважаемым врачам, которые 3 часа своего сложного, плотного, важного графика уделили услышать родителей, поговорить, обозначить те проблемы, которые нужно решать. Наша задача – помочь настроить систему таким образом, чтобы максимально была спокойна, комфортная и понятные процессы по лечению детей и для родителей, и для вас, экспертов. Спасибо вам огромное. Продолжаем нашу работу. Мы нащупали весьма эффективную технологию еще лет 5 назад, которая может дать значительные изменения вообще медицины мировой. Мы слишком много времени сейчас уделяли борьбе за существование и удержанию нашей программы хоть на каком-то уровне функционирования, вместо того, чтобы развивать технологии. Нам удастся к этому вернуться, и в этом заключается моя мечта. Мое стремление жить в нашей стране связано с тем, что та технология, которую мы готовы развить, ее можно применить только в России. И развить можно только в России, потому что развитию этой технологии препятствует значительное фармацевтическое лобби, которое существует на Западе. Основные деньги, которые задействованы в системе производства лекарств, сосредоточены с западной стороны. Они препятствуют развитию альтернативных технологий в медицине. Нам необходимо убедиться в том, что человек, которого нам семья предлагает в качестве донора, не находится под давлением со стороны родственников. Это обязательная вещь, которую необходимо делать. Технологии обеспечения свободы волеизъявления, они хорошо известны. Их нужно регламентировать и прописать. Обеспечение прозрачности, системы распределения посмертных донорских органов. В нашей стране тоже нет. Ни мы, профессиональное сообщество, ни регулятор здравоохранения не может контролировать подобную прозрачность. Достигается это тоже через информационные системы, через регистр. Темным злобным силам нужна консервация сложившейся ситуации. Им не нужно ее менять, не нужно повышать прозрачность системы распределения посмертных донорских органов, не нужно получать точную информацию о количестве детей, которые нуждаются в трансплантации. По какой причине можно только догадываться, потому что создание подобных информационных систем – это дело хорошо отработанное, понятно, как это делать. И единственная причина, по которой их нет, заключается в том, что это кому-то нужно, чтобы их не было. Первая инстанция отказала нам в требованиях, вторая тоже. Апелляционная инстанция тоже отказалась восстанавливать и вообще как-либо разбираться в этом деле.